Всем привет, друзья! С вами Ирина, и сегодня мы пересаживаем вот эту орхидею Чиа Янлин. Она уже пускает цветоносы, сейчас покажу. Вот у нее старый цветонос такой большой. Это, наверное, самая спорная орхидейка, она вызывает больше всего ваших откликов. Сейчас об этом поговорим. Ну, начну с того, что, видите, у нее огромное количество воздушных корней. Некоторые говорят, что это ненормально для орхидей, что она просто выпрыгивает из горшка. Но, как вы знаете, орхидеи это эпифиты. Они не питаются деревом, к которому прикрепляются, они просто к нему прикрепляются и питаются воздухом. Поэтому воздушные корни для орхидей это как раз нормально, потому что именно через воздушные корни у нее идет питание. Так что воздушные корни даже при пересадке не рекомендуют заглублять в горшочек. Ну, так как у меня в горшочке нет грунта, а просто пенопласт, о котором я сейчас тоже расскажу немножко, то я, в принципе, могу запросто корни орхидеи поместить и в кашпо, потому что там тоже воздух, там нет грунта. Второй момент. Многие говорят, что у моих орхидей много желтых листьев. Но вы посмотрите на эту листовую массу. И скажите, нужно ей сбрасывать листья старые или нет? Вы где-нибудь видели орхидеи деревья, которые выше полуметра? То есть смотрите, какой у нее ствол, и, конечно же, это нормально, что орхидейка отсушивает нижние листья. Притом в нашем климате есть два сезона, когда орхидеи повально сушат нижние листья. Это когда разница между дневными и ночными температурами становится вообще незначительной. То есть орхидеи крайне важно понижение ночных температур, хотя бы на несколько градусов от дневных. И когда этого не происходит, орхидея теряет значительную часть своего питания и начинает питаться за счет нижних листьев. И поэтому многие орхидеи в этот период отсушивают нижние листья. Когда это происходит? Весной и осенью, когда мы еще не включаем отопление или уже отключаем. И когда у нас получается, что днем не сильно жарко, ночью не сильно холодно, и температуры сравниваются и днем, и ночью. Поэтому, по крайней мере, на моих орхидеях именно в этот период наступает такой листопад. И это считается вполне нормальным. Тем более, если хотите, давайте посчитаем, сколько у нее листочков. Не считая вот этих два, которые она отсушивает, да? Давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 листьев. Кто скажет, что этого ей мало для фотосинтеза? К тому же, смотрите, сейчас как раз осень, такой момент, когда орхидеи активно наращивают цветоносы. Потому что этот период, когда разница дневных и ночных температур сравнялась, уже прошел, и теперь ночью у нас холоднее, чем днем. Поэтому орхидеи сейчас активно наращивают цветоносы. Вот у нее растет два цветоноса. Вон там между листьями. Один и вот второй. И третий цветонос, которым она недавно отцвела, все еще стоит. Я отцветшие цветоносы обычно не обрезаю, но в данном случае у нас намечается и пересадка, и просто орхидею, как сложно с таким цветоносом размещать, потому что он цепляется за шторки, довольно-таки широкий, а подоконники у меня узкие. И, скорее всего, я сейчас его подрежу. Обычно, как я говорю, я цветоносы не трогаю, пока орхидея сама их не отсушит. Но сейчас, наверное, вот тут над первой почкой, которая идет после цветоноса, я его чикну. Вот смотрите, какая лопатка у него была. Вот такой у него был цветоносик красивый. А сейчас нам нужно больше заняться корнями и тем, в чем растут у меня орхидеи. Растут они у меня в пенопласте. Пенопласт служит только тем, что удерживает орхидею в горшочке и прикрывает корни орхидеи сверху, чтобы нижние корешки не сильно быстро пересыхали. Верхние корешки, это понятно, они уже приучены к моим условиям содержания. У меня сейчас, кстати, вот такие условия на данный момент. Обычно 23 градуса и 50-55% влажности. Итак, пенопласт он не влагоемкий, не питательный, просто как тот же, наверное, керамзит, хотя керамзит более влагоемок.
То есть все, чем можно орхидею сверху завалить, чтобы она просто не выпадала из горшка. Вот у меня это пенопласт, он очень пластичный, мягкий. И когда корни орхидеи растут, то он им не мешает. То есть он может сжиматься, разжиматься, и корешкам там должно быть комфортно. С тем же успехом вы можете завалить орхидею сверху декоративными камушками, пластиковыми, например. Можно и натуральными, но натуральные холодные. И, возможно, в некоторые периоды корешки орхидеи будут не очень комфортно себя чувствовать, хотя можно посмотреть. Но камушки, к сожалению, не пластичные, и нужно тщательно следить и очень часто их выбирать и наваливать заново, чтобы корням орхидейки не было там тесно. Но мой пенопласт — это вот такие вот пластиковые поддончики из-под овощей, фруктов, печенья, все, что продают в магазинах. Часто очень фасуют в такие поддоны. В Германии в них продают кукурузу. В Украине они обычно белого цвета. Черных я не видела, а в Германии только черные, белых я не видела. Сами корешки у орхидеи, вот я их полила, они зелененькие, видите, светло-зелененькие и мокрые, чтобы они лучше вышли из горшка. Я вижу только один, вот этот вот гнилой корень. Почему я считаю его гнилым? Ну, скорее всего, он такой и есть. Он другого цвета. Сейчас мы его попробуем на ощупь. Это будет сразу понятно. И вот он идет другого цвета, и потом так сразу оп, и зелененький. То есть это или филамент погибает, или сам корешок. Остальные корешки вот зелененькие. Сейчас мы их раскопаем и посмотрим. Да, вот листочки почти отпали. Этот наполовине еще держится. Наверное, я его сниму. А этот нижний еще не хочет. Это вот. Я его тоже сниму. Чисто для того, чтобы пересадка была лучше. Так, ладно, снимем его попозже. Да, кстати, насчет пересадки. Многие говорили мне, что пора разделять. Да, я с вами абсолютно согласна. Но в данный момент нет, потому что орхидея растит цветоносы. И, скорее всего, если ее разделить на две вот так вот, то она даст свои силы на наращивание корней. И цветоносы, скорее всего, замрут. Наверное, мы ее разделим все-таки после цветения зимой. Потому что действительно, я с вами абсолютно согласна, это не дело. Орхидейке уже пора бы омолодиться, вот так вот где-то посерединке, да, разделиться и наращивать уже листовую массу и корни отдельно. Ну а с пенечка потом будет детка. Пересаживать я буду вот в это кашпо, к сожалению, непрозрачное. У меня просто единственное такое кашпо подходящего размера, побольше. И оно пластиковое. Первое пластиковое кашпо. Обычно я выращиваю их в керамических или стеклянных. Ну, пока так, а там посмотрим. После разделения, скорее всего, верхушка переселится снова в этот стеклянный горшочек. Вот интересно, получится ли вытащить орхидею из него. О, получилось, надо же. Я думала, сейчас придется разбирать. Скорее всего, из-за того, что корешки мокрые постояли, то орхидейка быстро отпустила свое кашпо. Сейчас я разберу и покажу, что получилось. Я справилась с освобождением орхидеи от пенопласта. Вот столько получилось. Кстати, действительно, корни орхидеи вот здесь настолько плотно сплетены, что мне это получилось сделать с трудом. Видите, она даже может стоять нормально, свободно на своих собственных корешках. Тут прям такой комок. Зато красивые. Как всегда, орхидея внутри корни практически не растит. Там внутри пустота. Все идет у нее понад какой-нибудь опорой. И сейчас мы будем освобождать орхидейку от старых корней. Вернее, от испорченных корней. Как видите, их не так уж и много. Вот этот корешок, который я вам показывала,
он в принципе живой, плотненький. Скорее всего, просто загорел на солнышке, потому что, смотрите, внутри он такой беленький, снаружи розовый. Не знаю, может, это первый кандидат на отмирание. Скажите, кто-нибудь знает, почему он такой? Ну, вот он снаружи такой розовый, внутри нормальный. И здесь он, видите, кусочек веломена, который испорчен. Но дальше корешок нормальный, живой. Итак, вот здесь у нее еще корешок, который вы видели при первой пересадке на вот этом вот видео. Смотрите, пожалуйста, по ссылке вверху. Вот этот вот участок, где у него нет веломена, вернее он засох, но дальше корень идет живой. Так что такие корни я не обрезаю. Нужно внимательно смотреть, что вы обрезаете. Так, вот у нее есть плохой корешок. Надо найти ему начало. Это очень сложно сделать. Так что придется, наверное, довольствоваться малым. Обрезать его так. Дальше вот у этого корешка кончик тоже засох. Вот здесь есть кусочек плохого на самом дне. Вот тоже кончик. В общем, видите, такие мелочи. Так, где мы видели сухой? Вот здесь сухой. Полностью от основания. Орхидейка большая, тяжелая. В одной руке держать сложно. Кстати, у меня есть вот такие ножницы. Я в одном видео уже оставляла ссылку на них. Заказывала на Алиэкспресс. И еще раз оставлю ссылку внизу в описании под видео. Они есть и поменьше, посимпатичнее, и вот такие вот садовые побольше. Очень удобные для этих целей. Очень остренькие. Так что, если хотите, можете переходить по ссылкам и заказывать. Ну, вроде бы с корешками все. Главное не обрезать корень где-нибудь посередине, чтобы не получилось так, что вот как здесь, например, плохой кусочек, но дальше идет нормальный корешок. Или вот здесь тоже, видите, участок веломена плохой, но дальше он расстрояется на 3 нормальных корешка живых. Так что корень внутри этого плохого веломена тоже нормальный. Ну, в общем-то, все. Вот что у нас получилось с этой орхидейки. То есть немного. Один целый корешок и вот такие обрезочки. В этом горшочке в пенопласте орхидея прожила почти 2 года. Год и 8 месяцев. И за такой срок нарастила вот такую массу корней и массу листьев. И она у меня практически постоянно цветет. То есть есть такие орхидеи, которые цветут практически не переставая и растят вот такие листья. Это у них заложено генетически. Видите, какой ствол? Снимем этот листочек. И я постараюсь сейчас снять вот эти вот ошметки листочков, которые оставались. Снять эти чешуйки мне не очень-то уж и удалось. Если старые еще поддаются, то новые нет. Слишком плотно сидят. Поэтому пусть пока сидят. Теперь мне нужно протереть листики. Делать я это буду вот такой вискозной тряпочкой. Она хорошо снимает остатки грязи на орхидейке. И на листочках часто скапливаются разводы,
кальцинированный остаток от опрыскиваний водой. Поэтому я сейчас протираю их водичкой с добавлением лимонной кислоты. Обязательно нижнюю часть листочка, потому что у орхидеи здесь находится устьица, которая обеспечивает ей дыхание. Листочки протерла, вроде бы все подготовила, и теперь пора пересаживать ее. Это я просто временно вставила ее в старый стаканчик, чтобы было удобно листики протирать. Теперь мы можем подумать над тем, чтобы как-нибудь завернуть корешки в горшочек. Вот этот корешок странно, как его завернуть? Он там над листиком лезет. Или оставить его пойдет уже в следующий раз после разделения орхидейки. А если не завернуть, то он и километровым может вырасти. Наверное, вот как-то так его под листик завернем. Корешки собрали и просто вставляем в горшок. Места у него тут теперь много. Вот смотрите. Пусто. Там еще по пальцу вылазит с каждой стороны. От горшочка до корней. Хочу я попробовать чуть-чуть выровнять, чтобы она не заваливалась на бок. Так вот я поставила. И сейчас нужно прикидать пенопластом, пока она снова не завалилась. Вот здесь, видите, так пусто получилось. Потому что она у меня валится на бок. И сейчас этим же пенопластом просто закидываем, сколько влезет, не трамбуя, ничего, не утрушивая. Просто чтобы орхидейку зафиксировать в горшочке. Кстати, о том, как поливать такие орхидеи в пенопласте и как удобрять, смотрите вот в этом видео. Там я все подробненько показывала и рассказывала. Тему непрозрачных кашпо мы обсуждали в предыдущем видео, вот в этом. Конечно же, лучше все-таки в прозрачных, потому что виднее, красивее корни и так далее. Но, возможно, для некоторых эстетичнее выращивать в непрозрачных кашпо. И это тоже ничем не затрудняет развитие орхидейки, на мой взгляд. А свои мнения пишите, пожалуйста, в комментариях обязательно. Я все читаю, иногда не успеваю отвечать, иногда даже не вижу, мне YouTube не показывает некоторые комментарии, но тем не менее я всегда стараюсь их читать и отвечать. Некоторые комментарии, к сожалению, почему-то иногда теряются. Так, тут нечаянно листик посадился в горшок. Вытаскиваем его. Нечего ему там делать. Кстати, смотрите, у нас ушел весь пенопласт. То есть горшочек, значит, действительно значительно больше, потому что пенопласт был между корешками зажат так хорошо утрамбован, я его еле между корешками смогла достать. А в предыдущих пересадках у нас пенопласт еще и оставался. Вот так это все сейчас выглядит. По-моему, стало значительно красивее и эстетичнее орхидейка выглядеть в большем кашпо.
и ровнее. Теперь главное поставить ее вот этой же стороной к свету, которой она стояла, и начала расти цветоносы, чтобы цветоносы не начали крутиться вокруг своей оси, чтобы не начали заходить под листики. Ну и можно сразу же поставить опору на будущее, так сказать, и уже начинать прикреплять цветоносики. Ну что ж, на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Пожалуйста, опишите внизу в комментариях свой опыт выращивания орхидей в пенопласте, потому что, судя по отзывам, я знаю, что многие ребята, которые смотрят мои видео, так уже делали. Напишите, как чувствуют себя ваши орхидеи и что вы видите при пересадке, улучшилось ли состояние их корней, если вы их уже пересаживали из пенопласта в пенопласт. Ну и в одном из следующих видео мы будем пересаживать старожилов, которые растут в системе с пенопластом уже более 4 лет. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч!